Кот-бегемот. Глава 1. Забытый край. Деревня Чернолесье стояла среди непроходимых болот и вековых, глухих сосновых лесов, которые словно пытались задушить это крошечное человеческое поселение. До ближайшего города было 40 километров разбитой, ухабистой дороги, которую годами никто не ремонтировал. Старый дребезжащий автобус ходил сюда в лучшем случае раз в неделю, а зимой, когда начинались затяжные метели, Чернолесье и вовсе оказывалось отрезанным от цивилизации. Сюда не рисковал ездить абсолютно никто. Под тяжелым свинцовым небом заброшенные избы казались серыми надгробиями, а ледяной ветер, гулявший между крышами, выл, подражая голосам голодных волков. Местные жители, привыкшие к суровой и уединенной жизни, с наступлением сумерек наглухо запирали ставни и редко выходили на улицы ночью. Страх перед темнотой врос в их кровь веками. Но особенно сильным он стал последний год, после того, как на окраине деревни впервые появился странный черный кот. Он был невероятно огромным, просто неестественных размеров для обычного домашнего животного. Его лоснящееся жирное тело казалось мешком, набитым сырым мясом, а шкура отливала маслянистым антрацитовым блеском. Но самым жутким в его облике были глаза, круглые, горящие ядовито-желтым, фосфоресцирующим светом, в которых сквозило холодное, абсолютно незвериное понимание. За эти внушительные размеры и тяжелую, неторопливую поступь деревенские быстро прозвали его бегемотом. Никто из старожилов не мог с уверенностью сказать, откуда приблудилась эта тварь. В Чернолесье не было чужаков, а завести такого зверя никто из бедных местных просто не мог. Просто однажды морозной зимой, когда термометры показывали по 30 градусов, люди случайно увидели его возле старой сгоревшей мельницы на краю леса. Кот сидел неподвижно на глубоком пушистом снегу и, не мигая, смотрел в сторону замерзших изб. Вокруг него не таял снег, а морозный воздух не рождал пара у его приоткрытой пасти. Он не двигался часами, напоминая каменное изваяние. Попытки прогнать пришельца ни к чему не привели. Даже когда к нему с громким лаем подходили самые свирепые сторожевые собаки, их пыл мгновенно угасал. Псы внезапно затихали, поджимали хвосты, испуганно скулили и на полусогнутых лапах убегали прочь, забиваясь в самые глубокие углы своих будок. А вскоре после этого в деревне начали бесследно пропадать люди. Глава 2. Первая кровь. Первой исчезла бабка Нюра, тихая, одинокая старушка, жившая на самой окраине, неподалеку от леса. В один из морозных вечеров она просто перестала отвечать на стук в дверь. Обеспокоенные соседи решили проверить, все ли в порядке, и нашли ее бревенчатый дом открытым настежь, несмотря на бушевавшую снаружи стужу. Внутри царил леденящий сквозняк. На полу у стола лежал перевернутый стул, словно хозяйка резко вскочила
от какого-то внезапного испуга. На столе сиротливо стояла чашка с недопитым чаем. Она была еще теплой, что говорило о том, что трагедия разыгралась буквально полчаса назад. И повсюду на половицах виднелись следы. Это были мокрые, пахнущие болотной тиной, кошачьи следы. Только они были неестественно, пугающе огромными, такими большими, будто по скромному крестьянскому дому расхаживал взрослый уссурийский тигр. Никаких следов борьбы, никакой крови, только эти отпечатки лап, ведущие из распахнутой двери прямиком в непроглядную чащу. Ровно через неделю, когда страх в деревне достиг предела, пропал опытный лесник Митрич. Он знал здешние болота и тропы, как свои 5 пальцев, но вековой опыт его не спас. Его изувеченное тело нашли на самой границе гибельного болота. Точнее то, что от него осталось после встречи с неведомым. Тело несчастного лежало на окровавленном, примятом снегу, но само оно было белое как мел, абсолютно обескровленное, словно из него выжали всю жизнь до последней капли. На шее зияли глубокие рваные раны, но вокруг них не было ни единого подтека. А рядом с телом на поваленном стволе старой березы сидел бегемот. Он совершенно не боялся поисковой группы и с тихим, утробным урчанием медленно вылизывал свою окровавленную лапу. Когда люди в ужасе закричали, кот спрыгнул в сугроб и бесшумно растворился в ельнике. После этого жуткого случая в Чернолесье окончательно воцарился ужас. Жители начали шептаться по углам, передавая друг другу страшные догадки. Говорили, что этот кот не просто дикий зверь, а демонический вестник, который приходит исключительно к тем, кто обречен вскоре умереть. Родилось негласное, но строгое правило. Если глухой ночью ты услышишь, как кто-то мягко, но настойчиво скребется когтями в твое окно, ни в коем случае нельзя смотреть наружу. Нельзя поддаваться любопытству, нельзя открывать входную дверь. И самое главное, как предупреждали старики, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя произносить его имя вслух после полуночи, чтобы не навлечь на себя его безжалостное внимание. Глава 3. Приют в глуши. Я приехал в Чернолесье в середине декабря к своему единственному родственнику деду. После внезапной тяжелой смерти матери мне буквально некуда было деться. Городская квартира ушла за долги, работы не было, а душевная пустота требовала одиночества. Старик, узнав о моей беде, без лишних вопросов разрешил мне временно пожить у него. Дом деда стоял на самом отшибе, дальше всех остальных изб. Сразу за его покосившимся забором и заснеженным огородом начиналась мрачная стена темного соснового леса, уходящая в бесконечность. Здесь тишина казалась особенно густой и осязаемой. Дед встретил меня на пороге молча, без лишних расспросов и слез. Он лишь крепко, до хруста в костях, обнял меня своими мозолистыми руками и, заглянув мне в глаза, сразу же произнес тяжелым, непреклонным тоном: «Ночью из дома не выходи. Никогда!» «Почему, дед?» – удивился я, снимая тяжелый рюкзак.
Волки что ли из леса выходят? Или маньяк какой завелся? Он долго и тяжело молчал, глядя куда-то сквозь меня, на чернеющие за окном деревья. А потом очень тихо, почти беззвучно ответил, потому что он услышит. Тогда в тепле жарко натопленной печи я лишь мысленно усмехнулся. Я искренне подумал, что мой дед просто окончательно спятил от одиночества, старости и глухих деревенских суеверий. Но это заблуждение рассеялось в первую же ночь. Глава 4. Желтые глаза в темноте. Я проснулся около 3 часов ночи от странного, раздражающего звука. Это был медленный, методичный скрежет, будто кто-то с огромной силой и неторопливостью водил длинными, твердыми когтями по оконному стеклу. Звук пробирал до самых костей, заставляя зубы ныть от напряжения. Я медленно открыл глаза, боясь пошевелиться. В комнате было темно, лишь тусклый свет луны пробивался сквозь морозные узоры на окне. За стеклом в непроглядной ночной тьме горели 2 яркие желтые точки. Это были глаза. Огромный и сине-черный кот сидел на внешнем подоконнике, вплотную прижавшись мордой к стеклу, и смотрел прямо на меня. Мое сердце бешено заколотилось, готовое выпрыгнуть из груди. Зверь был невероятно большим, размером почти с крупную кавказскую овчарку. Его широкая грудь едва умещалась на узком деревянном отливе. Он не моргал. Его желтые зрачки были устремлены на меня с какой-то гипнотической, парализирующей силой. А потом произошло то, от чего мои волосы на голове зашевелились. Кот улыбнулся. Я оцепенел, отказываясь верить собственным глазам. Обычные домашние кошки не умеют улыбаться. У них просто нет для этого нужных лицевых мышц. Но эта жуткая тварь медленно, неестественно широко растянула всю пасть, обнажая длинные, ровные, совершенно человеческие зубы, блеснувшие в лунном свете. Это была безумная, торжествующая гримаса хищника, загнавшего жертву в угол. И вдруг за моей спиной негромко скрипнула старая деревянная дверь. Я резко обернулся, тяжело дыша от сковавшего меня ужаса. В дверном проеме стоял дед. Он был бледным как смерть, его руки мелко дрожали, а в глазах застыл первобытный страх. «Не смотри ему в глаза!» Одними губами прошептал старик, хватая меня за плечо и пытаясь увести вглубь комнаты. «Дед, господи, что это такое?» Заикаясь, спросил я, чувствуя, как холодный пот катится по спине. Дед судорожно перекрестился на темную икону в углу. «Это не кот», – тихо ответил он, и его голос сорвался на хрип. Глава 5. Прошлое мельницы. Утром едва рассвело, я принял твердое решение уехать из этого проклятого места. Я спешно собрал свои немногочисленные вещи обратно в рюкзак. Решил пешком дойти до трассы, если понадобится. Но моим планам не суждено было сбыться. Долгожданный автобус так и не приехал на остановку. За ночь разыгрался неистовый снегопад, который полностью замел единственную грунтовую дорогу, ведущую к городу, превратив ее в непроодолимые снежные барханы. Мобильная связь полностью отсутствовала, а слабый интернет, который дед ловил с трудом,
окончательно пропал. Мы оказались заперты. Дед весь день пребывал в глубоком унынии. Он молчал, избегал моих расспросов и безостановочно пил крепкий, мутный самогон, пытаясь заглушить грызущий его страх. Лишь к вечеру, когда тени от свечи начали удлиняться по стенам, его наконец прорвало, и он решил рассказать мне правду. Много лет назад, еще до твоего рождения, на краю нашей деревни жил мельник. Начал дед, глядя на пляшущее пламя свечи. Он был невероятно жестоким, жадным и нелюдимым человеком. О его жестокости ходили легенды. Поговаривали, что в порыве злобы он собственноручно убил свою молодую жену, а маленького сына живьем утопил в топком болоте, представив все как несчастный случай. Старик сделал глубокий глоток из граненого стакана и продолжил. А через некоторое время после этого мельник начал стремительно сходить с ума. Он перестал выходить к людям, запустил мельницу и постоянно повторял редким гостям, что по ночам к нему в спальню приходит огромный черный кот, который разговаривает с ним человеческим голосом, требуя расплаты за грехи. Конечно, тогда ему никто не поверил, списав все на белую горячку и муки совести. «И что произошло потом?» – спросил я, затаив дыхание. Пока однажды ночью старая мельница не вспыхнула ярким пламенем и не сгорела дотла вместе со своим безумным хозяином. Когда пожар утих, люди пришли на пепелище. От мельника нашли только обгоревшие кости. Но самое жуткое было не это. Вокруг еще дымящегося пожарища, на чистом снегу, отчетливо виднелись огромные глубокие кошачьи следы. С тех самых пор этот чертов бегемот возвращается в наши края каждую зиму. И каждый раз его появление означает, что кто-то в деревне должен умереть. «Но почему его до сих пор не убили?» – воскликнул я в недоумении. «Неужели у мужиков нет ружей? Здесь же каждый второй охотник». Дед посмотрел на меня тяжелым, полным безвыходности взглядом. «Пытались, и не раз». Он медленно закатал рукав своей старой шерстяной кофты, и на его бледном предплечье тянулись глубокие, безобразные белесые шрамы, похожие на следы от чудовищных когтей. Охотники загоняли его, стреляли в упор, но пули его не берут, тихо закончил дед. Глава 6. Голоса под полом. Той ночью, которая должна была стать для нас роковой, начался настоящий кошмар. Я снова резко проснулся посреди ночи от навязчивого звука. Но на этот раз леденящий душу скрежет раздавался не снаружи дома. Звук шел снизу, прямо из-под тяжелых деревянных половиц, на которых стояла моя кровать. Было отчетливое ощущение, что какое-то массивное тяжелое существо медленно и нагло ползает в узком сыром подполье прямо под нами. Затем из темноты подполья раздалось тихое мяуканье. Оно было странным, хриплым, утробным, лишенным привычной кошачьей мягкости. Звук вибрировал, постепенно меняя тональность, становясь почти человеческим. Я в панике сел на кровати, сжимая одеяло дрожащими руками. Взглянув на дверь своей комнаты, я похолодел.
Дверь была приоткрыта, хотя перед сном я лично закрыл ее на задвижку. Из черного, непроглядного коридора в комнату хлынул резкий, удушливый запах болотной сырости, гнили и застарелой смерти. А потом из этой темноты донесся тихий, вкрадчивый голос: «Выйди ко мне». Это был нежный, мягкий женский голос, голос моей покойной мамы. У меня внутри все заледенело, дыхание перехватило, а разум словно затуманился сладким гипнотическим дурманом. «Ну же, сынок, выйди, я так долго тебя ждала», — ласково звал голос из темноты. Словно во сне, я медленно опустил ноги на холодный пол и поднялся во весь рост, сделав деревянный шаг по направлению к зияющему чернотой дверному проему. Я уже готов был переступить порог, как вдруг из соседней комнаты истошным, срывающимся голосом заорал дед: «Не слушай его, это не она!» Этот крик мгновенно разрушил наваждение. В ту же секунду весь наш бревенчатый дом содрогнулся от страшного, оглушительного удара. Что-то невероятно тяжелое, обладающее колоссальной силой, с разбегу врезалось во внешнюю стену дома снаружи. Оконные стекла жалобно задребезжали, едва не вылетев из рам. Следом последовал второй удар, еще более мощный, от которого с потолка посыпалась сухая штукатурка. А затем за окнами раздался смех. Он был низким, раскатистым, хриплым и невероятно жутким. В нем не было ничего кошачьего. Это был чистый, торжествующий человеческий смех безумца. Глава 7. Прорыв. Дед, тяжело дыша, ворвался в мою комнату, сжимая в руках старое двуствольное охотничье ружье. Мы вдвоем выбежали в тесный коридор, прижимаясь спинами друг к другу. За тонкими окнами с невероятной скоростью металась огромная, бесформенная черная тень. Острые когти с ужасающим визгом царапали бревна наружных стен, сдирая кору и щепки. Весь дом стонал и скрипел под этим натиском, словно живой организм, бьющийся в предсмертной агонии. «Он пришел за тобой, мальчик мой!» — выдохнул дед, не сводя стволов с запертой входной двери. «Но почему именно за мной? Что я ему сделал?» — закричал я, чувствуя, как паника окончательно овладевает мной. Старик еще сильнее побледнел, его лицо осунулось. «Потому что твоя покойная мать перед смертью тоже видела его. Он пометил ваш род», — успел сказать он. Я не успел ничего понять или переспросить. В этот момент массивная дубовая входная дверь со страшным треском вздулась внутрь дома, словно в нее снаружи с разбегу ударил разъяренный бурый медведь. На стыках досок показались когти, длинные, изогнутые, угольно-черные лезвия. Они с легкостью, будто бумагу, медленно и методично разрезали прочную древесину двери сверху вниз. Дед, не выдержав напряжения, вскинул ружье и выстрелил прямо сквозь ломающуюся дверь. Грохот выстрела в замкнутом пространстве коридора буквально оглушил меня. В ушах зазвенело, а воздух наполнился едким пороховым дымом. За дверью раздалось громкое, яростное шипение.
перешедшие в захлебывающийся кашель. А затем внезапно воцарилась абсолютная звенящая тишина. Мы стояли посреди коридора, боясь сделать даже вдох, вглядываясь в оседающий дым. И вдруг откуда-то сверху, прямо над нашими головами, послышалось тихое, довольное урчание и мурлыканье. Я медленно, с замирающим сердцем, поднял глаза к потолку. На высоком старом платяном шкафу, стоявшем в углу прихожей, вальяжно сидел бегемот. Как эта огромная тварь умудрилась бесшумно проникнуть внутрь запертого дома, оставалось выше моего понимания. Его желтые глаза ровно и ярко светились в полумраке коридора. Кот посмотрел прямо на меня, сузив зрачки, а затем его человекоподобная пасть снова растянулась в улыбке, и он заговорил отчетливым, низким мужским голосом. «Ты очень похож на свою мать, когда она уходила со мной». Дед с диким криком ярости и отчаяния вскинул ружье для второго выстрела. Грянул новый выстрел, но в ту же секунду кот буквально растворился в воздухе, обратившись в облако черного тумана. А через мгновение дед внезапно захрипел и выронил ружье. Я резко обернулся к нему. У несчастного старика горло было глубоко располосовано 4 ровными разрезами, из которых толчками хлестала темная, горячая кровь, мгновенно заливая его шерстяную рубаху. Дед рухнул на колени, пытаясь зажать рану руками, но жизнь стремительно покидала его глаза. А за его оседающей спиной уже стоял бегемот. Только теперь он был огромным, его тело вытянулось вверх, став выше взрослого человека. Его черная шерсть бешено шевелилась и извивалась, создавая иллюзию, будто под кожей ползают тысячи мелких склизких змей. И на этой безликой морде сияла та самая страшная зубастая человеческая улыбка. «Теперь твоя очередь», – пророкотал он, делая шаг ко мне. Глава 8. Погоня сквозь бурю. Охваченный животным первобытным ужасом, я развернулся и бросился бежать прочь из этого проклятого дома. Я выбил плечом остатки задней двери, ведущей во двор, и помчался через заснеженный огород прямиком в темный, бушующий лес, совершенно не чувствуя под собой ног. Ледяной ветер и колючий снег силой били мне в лицо, ослепляя. Острые ветки сосен и кустарников нещадно царапали кожу лица и рук, разрывали одежду, но я не останавливался. А позади меня, сквозь вой метели, отчетливо слышалось мягкое, неторопливое, торжествующее мурлыканье. Чудовище даже не пыталось спешить, оно упивалось моей паникой, прекрасно зная, что в этом заснеженном аду мне просто некуда бежать, и оно рано или поздно заберет свое. Время от времени, оборачиваясь назад, я замечал, как между заснеженных стволов деревьев то тут, то там вспыхивают зловещие желтые огни глаз. Они загорались слева, справа, впереди. Казалось, что преследователь размножился, и теперь весь этот проклятый лес состоял из сотен голодных черных котов, загоняющих меня в ловушку. Наконец, тяжело дыша и спотыкаясь о скрытые под снегом корни, я выбежал на просторную поляну.
перед моими глазами предстала та самая старая, полуразрушенная сгоревшая мельница. Ее черные, обгоревшие деревянные стены торчали из сугробов, словно ребра гигантского доисторического животного. И странное дело, внутри этих руин было неестественно, невозможно тепло. От обгоревших бревен шел легкий пар, а снег вокруг мельницы полностью растаял, обнажив сухую, мертвую землю. В самом центре этого пепелища, на уцелевшей каменной плите, спокойно сидел бегемот. Сейчас он снова принял облик обычного крупного домашнего кота. Он немигающим взглядом смотрел на меня и медленно, ритмично бил своим длинным черным хвостом по обугленному полу. «Знаешь, почему я возвращаюсь сюда из года в год?» Тихо, с легким любопытством спросил он человеческим голосом. Я молчал, прижавшись спиной к обгоревшей балке, не в силах вымолвить ни слова от усталости и страха. Кот слегка наклонил свою крупную голову на бок. «Потому что люди сами зовут меня сюда. Ваша боль, ваш страх, ваши грехи – это лучший зов». И тут из глубоких непроглядных теней разрушенной мельницы начали медленно выходить безмолвные фигуры. Я вгляделся в их бледные лица и едва не закричал от нового приступа ужаса. Вот шла бабка Нюра в своей старой поношенной шали. Рядом с ней вышагивал угрюмый лесник Митрич. И еще десятки других жителей деревни, когда-либо пропавших в Чернолесье за долгие годы. Все они были бледными, как смерть, а их глазницы были абсолютно пустыми, лишенными зрачков. Они обступали меня плотным, молчаливым кольцом. А потом в первых рядах этой мертвой процессии я увидел свою мать. «Мама!» Со слезами на глазах прошептал я, делая шаг навстречу. Она медленно подняла свою голову, посмотрела на меня своими пустыми глазами и вдруг широко улыбнулась, точно такой же безумной, обнажающей зубы улыбкой, как и стоящий рядом кот. Именно в эту секунду меня наконец посетило страшное осознание. Все они не погибли. Этот монстр не просто убивал их тела, он забирал их души, делая частью себя, своей вечной кошмарной свиты. И теперь пришел мой черед присоединиться к ним. Эпилог. Утром следующего дня поисково-спасательный отряд, прибывший сквозь снежные завалы в Чернолесье, обнаружил старую сгоревшую мельницу абсолютно пустой. Никаких следов борьбы или тел обнаружено не было. Лишь посреди обгоревших руин в талом снегу лежал мой сотовый телефон. И вокруг всей мельницы веером расходились огромные, четкие кошачьи следы, уходящие глубоко в лесную чащу. Оставшиеся в живых немногочисленные жители Чернолесья говорят, что теперь каждую зиму по ночам на безлюдной трассе возле деревни снова видят одинокого черного кота. Он мирно сидит на обочине у самой кромки леса и внимательно провожает взглядом редкие проезжающие мимо машины. Иногда сердобольные водители, не знающие местных легенд, останавливаются и подбирают его. Ведь он кажется им самым обычным, упитанным домашним котом, ласковым, спокойным и ищущим тепла.
Только есть одна странность, о которой выжившие предпочитают молчать. Если глухой ночью такой водитель внезапно проснется в своей машине или доме и случайно посмотрит в горящие желтые глаза спящего рядом зверя, он сможет отчетливо услышать, как кот тихо, с легкой усмешкой произносит на ухо человеческим голосом: «Я скучал».